Главная дискуссия в русскоязычной среде после победы Дональда Трампа строится вокруг того, получится ли у него остановить войну, найти какую-то формулу мира, и если получится, то как. И Трамп вроде бы даже подает надежды на исполнение своих предвыборных обещаний. Звонит Путину и Зеленскому, высказывает какие-то свои соображения по обретению мира, призывает не эскалировать ситуацию дальше. Сегодня обсудим вероятные варианты дальнейшего развития событий. Дональд Трамп все свое публичное реноме строит на том, что он успешный бизнесмен, который умеет вести жесткие переговоры и заключать выгодные сделки. Не будем обсуждать, насколько успешный Дональд Трамп бизнесмен. Но можно однозначно сказать, на первом сроке примеров его успешных сделок мы не видели. На первом сроке он пошел на беспрецедентный шаг, встретился с Ким Чен Ыном. То была первая в истории встреча действующего президента США с главой Северной Кореи. Предполагалось, что встреча эта перевернет игру, что сделка, заключенная Трампом, полностью закроет вопрос о ядерном вооружении Северной Кореи. На дворе было начало 2019 года. Оппонент Трампа на этих переговорах был в крайне уязвимом положении. Во всю мощь работали санкции ООН, причем с особым рвением их соблюдал Китай, главный спонсор северокорейского режима. С Северной Кореей никому нельзя было иметь вообще никаких дел. В стране мог развиться неуправляемый кризис по масштабам, сопоставимый с голодом 90-х. Они встретились во Вьетнаме. Глава самой могущественной страны мира и глава страны, которую от мира отрезали ножницами, куда лишнее ведро угля без отдельной бумажки из ООН нельзя продать. Даже если верить собственной статистике КНДР, совокупный ВВП страны – это расходы федерального бюджета США за 2 дня. Визави Трампа был ему несоразмерен. Не мог ему ничего противопоставить и действительно хватался за любую соломинку, чтобы хоть как-то вывести страну из изоляции. Гонору и понтов, свойственных Трампу, вокруг этой сделки было море. Результат же оказался в том, что Ким Трампом лихо и цинично попользовался, побудив Китай де-факто выйти из санкционного режима. Ведь как бы сильно Китай не раздражали корейцы, активность США на этом направлении раздражает его еще больше. Спустя почти 6 лет с той попытки о чем-то договориться, северокорейский режим чувствует себя как никогда прежде прекрасно. Активно обрастает ядерным оружием, получает содержание от Китая и кучу валюты за снаряды от Путина. Ведь при наличии ядерных ракет столько снарядов на складах им уже не нужно. Сейчас мы перейдем к возможным сценариям переговоров, но давайте сразу скажем об одной сильной стороне Трампа, наиболее важной именно в этой конфигурации. Трамп с Путиным говорят на одном языке. Так уж сложилось, что рожденный в Нью-Йорке сын миллионера ведет себя и смотрит на мир так, будто всю жизнь прожил при советской власти. Многомерное сознание, в котором нет правды и лжи, добра и зла, нет никаких убеждений, где слова, поступки, мысли и мотивы – это отдельные острова, между которыми может не быть никаких мостов. Мы хорошо знаем, с Путиным успешно говорят не самые сильные, а самые отмороженные. У Кадырова и Лукашенко это всегда получалось лучше, чем у Меркель и Обамы. Так что в этом смысле это сильная сторона Трампа. Теперь же перейдем к сценариям. Поговорим о тех, которые представляются не слишком фантастическими. Первый сценарий, самый маловероятный и самый, конечно, если можно так сказать, в этой ситуации позитивный. В нем Трамп делает ровно то, что обещал в ходе своей избирательной кампании. Говорит Зеленскому, что если тот не пойдет на переговоры, Штаты остановят поставки вооружений. А Путину говорит, что если тот не заключит мир, Украина получит целую кучу нового оружия. Как эта конструкция может сойтись, я не очень понимаю. Но конструкция эта точно в духе Трампа. Сводить любые мировые процессы вот к такого рода решениям. Я одному скажу такое, другому сякое, и они меня послушают. Если эта конструкция и сойдется, то после перемирия стороны останутся на плюс-минус тех же позициях, которые занимают сейчас, за вычетом плацдарма в Курской области. Украине придется смириться с утратой территорий, а Путину с тем, что под его контролем зафиксируются куски нескольких областей, о Херсоне и Запорожье в таком случае он может забыть навсегда. Да и те территории, что как бы зафиксируются перемирием, все равно никогда не будут международно признаны. Как бы новые Минские соглашения такие. Временная консервация войны, в которой обе стороны выглядят проигравшими. Когда стрельбы с обоих сторон нет, это, конечно же, лучше, чем когда она продолжается.
Но как эту схему реализовать с учетом политических реалий, представить очень сложно. На дворе совсем не 2015 год. Интенсивность конфликта вообще нельзя сравнивать. Минские соглашения тогда закрепили фактическое положение вещей. А каким оно было? Люди месяцами сидят в окопах, потихоньку постреливают друг в друга, ничего толком не происходит. Жители всех территорий, которые не находятся на линии фронта непосредственно, вообще слабо понимают, что там творится. Сейчас ситуация совсем иная. Сейчас с обеих сторон идет война на уничтожение. Как чисто технически должна выглядеть ее заморозка – загадка. Почему стороны должны послушать Трампа и пойти на его условия – загадка еще большая. Но если вдруг получится, прекрасно будет. Сейчас поговорим о другом варианте развития событий, о более вероятном, но сначала реклама, посмотрите, пожалуйста. Роскомнадзор не только перекрыл россиянам доступ к Инстаграму, Дискорду, Фейсбуку и к сайтам независимых СМИ, но и заблокировал 197 VPN-сервисов. Многие из них были довольно популярны. Теперь же пользователям нужно искать новый VPN, чтобы обходить интернет-цензуру. Обратите внимание на VPN Liberty. Чтобы препятствовать блокировкам, Liberty создали новую систему защиты по лекалам того, что делал Telegram. Выставили подменные IP на все узлы системы, поэтому если Роскомнадзор решит этот VPN блокировать, Liberty просто тут же заменит IP хоть на всех узлах разом, и при этом у вас не возникнет проблем с подключением. Установить Liberty можно на любое количество устройств, хоть 3 телефона и 5 ноутбуков разом. При этом с одной подпиской вы получите сразу 2 протокола. Если вдруг заблокируют один, вы просто перейдете на второй. Вся работа и общение с поддержкой через Telegram. Его блокировать, видимо, больше не собираются, а значит, у РКН не выйдет бороться с Liberty привычными методами, выкинув их, например, из App Store. Локацию вы также можете менять прямо в чат-боте Telegram. Ну или в приложении, как вам будет удобнее. Техподдержка живая, вам помогут с установкой и ответят на любые возникшие вопросы. Чтобы поставить себе VPN и обойти интернет-цензуру, переходите по ссылке в описании. Сейчас у Liberty действует акция. С 11 по 15 ноября месячная подписка на VPN будет стоить всего 99 рублей. В 3 раза меньше, чем без акции. А воспользовавшись ссылкой, вы получите вдобавок пожизненную 15% скидку на любые услуги от VPN Liberty. Скидка, кстати, суммируется и с другими акциями и промокодами. Так что переходите по ссылке в описании и подключайтесь к Liberty. Продолжим. Мы сказали о первом сценарии переговоров, где Трампу удается добиться перемирия. Но гораздо более вероятным выглядит другой вариант развития событий. Дональд Трамп кавалерийским наскоком с шашкой наголо залетает на переговоры, раздает люлей обеим сторонам, вербальных, конечно, наводит вокруг всего этого дела много движухи и пиара, а как только становится понятно, что дело не решается так быстро, просто и красиво, как изначально планировалось, просто потому что мир устроен чуть сложнее, чем казалось, то Трамп просто теряет к этой теме интерес и сбрасывает этот вопрос на свой бюрократический аппарат. Самым вероятным видится исход без исхода. Дональд Трамп находит себе какое-нибудь другое сражение, которое можно быстро и легко выиграть, а вопрос войны передает в руки республиканской партии, которая может быть и трижды трамповская, но она остается собой – партией. Для нее военно-промышленный комплекс, зарабатывающий на поставках Украине, это главная опора, а рабочий, собирающий химарсы, главный избиратель. Представляется сейчас, что мы так и останемся в режиме ни рыба, ни мясо, когда вроде как и помощь есть, и переговоры ведутся без остановки, куча событий вокруг этого, но на линии фронта они никак не отражаются. Война, к сожалению, продолжается. Нам так кажется не потому, что Дональд Трамп как-то особо нам не мил, а потому что ни Дональд Трамп, ни Господь Бог не способны заключить мир, если одна страна в мире не заинтересована и явно об этом говорит. Владимир Путин говорит правду чаще, чем принято думать. Если это не исторические лекции, не фантазии о десятках тысяч уничтоженных единиц техники, не разговор об экономике, а концептуальное заявление относительно его собственных планов, то можно ничего и не додумывать. Просто воспринимать все так, как он и говорит. На Валдае Путин сказал, что не хочет возвращения России на тот путь, которым она шла до 2022 года. Единственная разница между путем, которым Россия шла до, и путем, которым она пошла после 2022 года, это война. Все остальное, что случилось с Россией, это производное от войны.
Когда человек говорит, что не хочет возвращения на путь до 22 года, его слова невозможно интерпретировать иначе, чем «я не хочу в довоенное время, меня все устраивает». Путин не утруждает себя словоблудием и политиканскими экивоками. Никаких окольных путей из серии «да, война это стоит России большой крови, наш народ несет тяжелые жертвы, но мы готовы это терпеть во имя борьбы с фашизмом». Ничего подобного. Есть жанр такой – риторика руководителя воюющей страны. Он говорит о победах, преувеличивает успехи своей армии и потери противника, но каждый раз подчеркивает, мол, это все совсем скоро закончится. Героическому народу надо еще чуть-чуть переждать, и его жертвы будут вознаграждены мирным небом и вкусным хлебом. Путин не говорил ничего похожего как минимум пару последних лет. Только в самом начале войны были разговоры про график и план, что пусть не 3, а 33 дня, но скоро все закончится. Сейчас наоборот. Война представляется как лучшее, что случалось с нашей страной. Время, когда можно и денег заработать сколько угодно, и ипотеку почти бесплатно взять. Заводы, которые 20 лет производили только долги по зарплате, сдавали цеха под склады, сейчас в 3 смены точат снаряды. Люди, жившие от микрозайма до микрозайма, скрывавшиеся от коллекторов, искавшие в долг 300 рублей до получки, теперь могут разом взять до 3 миллионов рублей и еще по 200 тысяч получать каждый месяц. Могут получить не просто большие деньги, а такие, каких в их системе координат никогда не было, которые меняют жизнь на корню. Больше всех от этой войны выиграли те, кто всю историю новой России проигрывал. Деньги пришли туда, где их никогда не видели. Мы не просто так всегда поминаем виртуальную швею из Иваново. Потому что Ивановская область – эталон абсолютной нищеты. Лихие 90-е, тучные нулевые, кризисные десятые. Каким эпитетом не награждай каждую эпоху, Ивановской области он не коснулся. Там все стабильно и очень бедно. Средняя зарплата в довоенном 21 году 28 тысяч рублей после вычета налогов. Теперь же вилка зарплат в вакансиях по запросу швея в Иваново лежит между 60 и 120 тысячами рублей в месяц. Война – единственное событие в жизни швеи из Иванова, которое изменило ее жизнь к лучшему. Главная издержка, которая мешает современным государствам вести большие и продолжительные войны – это людские потери. Когда на 20-летнего парня приходит похоронка, она производит ошеломительный эффект на всех, кто его знал. На соседей, на бывших одноклассников, на их родителей. Никто не хочет оказаться на месте его семьи. Кто вчера ребенка на выпускной провожал, а сегодня его хоронят. Все эти люди для пропаганды потеряны навсегда. Смерть прошла рядом с ними. Но в этой войне все иначе. Был колдырь, который своей пьяной физиономией только портил людям настроение. Он перебивался случайными заработками и отравлял жизнь жене и детям. А теперь вместо него у семьи появилась машина, закипел ремонт, а растущие дети получили по квартире. Формат этой войны в высшей степени социал-дарвинистский. Шанс отправиться на фронт и погибнуть на нем обратно пропорционален ценности для общества и количеству людей, которым будет не плевать на гибель нового рекрута. В итоге люди, которых война коснулась, исключая разве что мобилизованных и их близких, делятся на 2 категории. На тех, кому все нравится, и на тех, кого никто не спрашивает. Это условная швея из Иванова, которая живет свою лучшую жизнь, и трижды судимый сторож автостоянки, чье недовольство решается изоляцией в подвале. Понятно, что эта новая нормальность войны иллюзорна настолько же, насколько иллюзорно экономическое от войны процветание. Но Путин не из тех людей, кто задумывается о завтрашнем дне. Дело даже не в том, что сегодня у него все хорошо, а в том, что очень легко понять, какие проблемы Путин от окончания войны получит, но невозможно понять, что он потенциально от окончания войны выиграет. Раздутый в экономике пузырь не стабилизируется окончательно в момент подписания перемирия. Он от этого просто быстрее коллапсирует. Окажется, что больше никому миллионы просто так не раздают. Что никому не нужно столько снарядов, бушлатов, беспилотников, грузовиков, ракет и танков. Перестанут в стране возникать вдовы-миллионеры, которые хотят по квартире и машине. Швея из Иванова вдруг обнаружит, что никакой сотни тысяч в месяц уже не пахнет. Что найти бы работу хотя бы за довоенные 25, но цены тоже совсем не довоенные. Миллион человек, вернувшихся с войны, обнаружат, что жена взяла ипотеку, купила машину в кредит. Этим людям теперь надо платить проценты по 5 кредитам,
а фронтовой зарплаты в 200 тысяч рублей больше нет. Что занятость в военке и смежных сферах схлопнулась, а гражданских рабочих мест при такой ставке Центробанка им почему-то никто не создает. Спустя очень короткое время невозможно будет избежать вопросов. Что за херня происходила эти 3 года? Чего мы добивались, если добились вот этого? Работы нет, цены конские, а алкаш, которого с таким облегчением проводили на фронт, вернулся и теперь всех терроризирует. Для нормализации войны были приложены невероятные политические, пропагандистские и репрессивные усилия. Но в первую очередь усилия финансовые. Десятки триллионов рублей были потрачены на то, чтобы для миллионов граждан это была не война, а мать родна. При том, что начало войны вплоть до мобилизации практически не повлияло на повседневную жизнь в России, окончание же войны изменит жизнь всех и сразу, жизнь миллионов и в сильно худшую сторону. Надо признать, у Дональда Трампа очень мощная харизма. Когда предыдущая администрация говорила: «Ребята, давайте жить дружно, давайте не эскалировать», они звучали как невнятные коты Леопольды. Когда Трамп говорит примерно все то же самое, это выглядит брутально и впечатляюще. Но надо помнить простую вещь, о которой у нас принято забывать. Президент США не император галактики. Он многое может, но остановить войну можно только в том случае, если этого хотят обе стороны. Если у Дональда Трампа так или иначе получится остановить смертоубийство хотя бы на какое-то время, то честь ему, хвала и памятник при жизни. Но пока, к сожалению, все выглядит так, что у Путина есть десяток причин воевать и ни одной причины останавливаться. Пока все выглядит так, что воевать он будет до тех пор, пока у него есть ресурсы, политические и финансовые. Не стоит сейчас вопрос, будет Украина в НАТО или нет, какие территории, за кем и в каком статусе будут закреплены. Проблема сейчас иная. Война сама по себе стала компонентом режима. Ее окончание – большой для режима риск. Ни могущество Соединенных Штатов, ни взрывной темперамент Трампа, ни какое бы то ни было другое внешнее обстоятельство не может помешать Путину воевать до тех пор, пока он физически способен это делать. Мы знаем, что это сейчас не самая мейнстримная точка зрения. И, может быть, мы везде ошибаемся. Но мы бы не переоценивали смену главы США как фактор в европейской войне. Я очень надеюсь на чудо. И надеюсь, что я ошибаюсь, и что все будет не так, и что Трамп как-то закончит войну. Но выглядит не так пока. До завтра.